Всем здравствуйте! Хочу предложить сегодня связать вам вот такие пинеточки. Пинеточки вяжутся несложно. Вязать мы будем их из пряжи Naka Super Baby. Это стопроцентный акрил. В 50 граммах 180 метров. Спицы для вязания номер 3 возьмем. Длина подошвы пинеточки равняется 8 сантиметрам. Это соответствует возрасту ребеночка от 0 до 2 месяцев. Вязание этой пинеточки начинается с подошвы. Для этой модели мы наберем на спицы 28 петель и будем вязать вот по этой схеме. Что хочу еще сказать касательно размера. В одном из комментариев было написано, что пинетки не понравились, потому что связала и получились на 2-летнего ребенка, используя мои расчеты. Но к расчетам я еще указываю пряжу. Длина идет какая. Это был комментарий вот к этим пинеточкам. Здесь мы на подошву набирали 34 петли. Но пряжа в 100 граммах 425 метров. Если же у вас пряжа была намного толще, к примеру, как вот, смотрите, какая толщина пряжи. И какая здесь. То, конечно, получится размер намного больше. А вот пинеточки, связанные из такой пряжи, как я вам показала только что, из толстенькой. И давайте померяем, какая же длина подошвы здесь будет. Смотрите, почти 10 сантиметров. При том, что наборный ряд здесь петелечек меньше набирался. Здесь 26 петель всего было. И вот насколько увеличился размер. Так что при вывязывании пинеток вы, пожалуйста, учитывайте толщину пряжи, чтобы избежать вот таких нюансов. Набираем на спицы 28 петель и будем вязать подошву пинетки. Набрав на спице 28 петель, первый ряд мы провязываем лицевые петли. Поворачиваем вязание, кромочную петелечку снимаем, 1 лицевая петля, накид, одеваем маркер, 11 лицевых петель, отделяем маркером, делаем накид, 2 лицевые, накид, маркером отделяем, 11 лицевых, также их отделяем маркером, накид, лицевая и кромочная. Повернув вязание, кромочную снимаем,
В изнаночном ряду мы всегда будем провязывать наши накиды за заднюю стеночку, чтобы не было у нас здесь дырочек. Дальше 11 лицевых. Второй накид за заднюю стеночку. 2 лицевые. Третий накид за заднюю стеночку. 11 лицевых. Четвертый накид за заднюю стеночку провязали. Лицевая и кромочная последняя петелечка. Разверну вязание. Это у нас 4-й ряд. 2 лицевые, накид, 11 лицевых, накид, в центре у нас 4 лицевых мы провязали, накид, 11 лицевых, маркер снимаем, накид, 2 лицевые и кромочная. Поверну вязание. Здесь мы провязываем наши накиды. Изнаночная сторона работы. Накиды за заднюю стеночку провязываем. Одиннадцать петель. Четвертый накид. 2 лицевые и кромочная. И так мы будем продолжать вязать нашу подошву вот по этой схеме. Продолжаем вязание. Провязали мы с вами подошву 12 рядов. На спице у нас сейчас находится 48 петель. Будем приступать к вывязыванию мысочка. Кромочную снимаем, провязываем 15 петель. 15 петель это будет вместе с кромочной. Одеваем маркер. В центральной части у нас здесь 18 петель.
Одеваем маркер. И до конца ряда у нас 15 петель вяжем лицевыми петлями. Повернув вязание, 15 петель мы вяжем лицевыми петлями. Перебросив маркер, центральная часть у нас здесь, вот на пинеточке, у нас идет лицевая. Значит, с изнаночной стороны мы вяжем изнаночные петли. Провязали 18 петель. Следующие 15 петель мы вяжем лицевыми петлями. Поворачиваем вязание. У нас получается центральная часть вяжется чулочной вязкой. Здесь будут лицевые петелечки, а боковая часть платочной вязкой. Повернув вязание, снимаем кромочную, провязываем лицевые петли до маркера. Перебросив маркер, нам надо провязать 2 петли вместе с наклоном влево, чтобы красиво ложилась косичка. Вот в этой части. Сейчас мы здесь с вами вяжем. Я разверну петелечки. Вот так. И провязываю их за заднюю стеночку. Провязали 14 лицевых петель. Теперь нам надо провязать 2 вместе с наклоном вправо. Провязывать будем за переднюю стеночку. И 15 лицевых. Поворачиваем вязание. Снова провязываем 15 лицевых петелек вместе с кромочной. Довязав до маркера, продолжаем вывязывать
изнаночные петли. Пятнадцать лицевых петель. Итак, у нас изнаночный ряд постоянно будет в этой части лицевые, в центральной части изнаночные петли, и в этой 15 петель также лицевые петли будут. В лицевом ряду все петли будут лицевые. Продолжаем вязание. Вяжем, кромочную сняли и вяжем лицевые петли до маркера. Теперь вяжем 2 петельки вместе с наклоном влево. Разворачиваем петли и вяжем за заднюю стеночку. Провязав 12 петель, вяжем 2 петли вместе. Лицевые петли вяжем до конца ряда. Изнаночная сторона работы. 15 лицевых вяжем. Изнаночные петли между маркером вяжем. И лицевые петельки до конца ряда. И вот уже у нас видно мысочек пинеточки. Итак, мы продолжаем вязание по схеме. Мы с вами провязали 30 рядов. На спице у нас 32 петли. Вот наша работа. Мы с вами вывязали мысочек пинетки. Дальше мы с вами будем вязать резиночку. У меня резиночка связана 1 на 1 высотой 28 рядов. Кто хочет,
Более высокий манжет провяжите больше рядов. Приступаем к вывязыванию резиночки. Кромочную снимаем. 1 лицевая, 1 изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Продолжаем вязание. Повернув вязание, мы продолжаем вязать резинку. 1 лицевая, 1 изнаночная. Провязав манжет до желаемой высоты резиночкой, мы будем закрывать петельки. Закрывать будем с изнаночной стороны. Почему? Чтобы после закрытия петель, после того, как мы отвернем манжетик, у нас здесь была вот такая красивая косичка. Начинаем закрывать петелечки. Кромочную мы сняли. Здесь у нас петля провязана лицевой, мы ее и провязываем лицевой. И вот так мы закрыли. Следующая у нас петелечка изнаночная. Мы ее вяжем изнаночной. И перебрасываем петелечку вот так. Лицевой. И закрываем. Изнаночная. И также закрываем. И так мы продолжаем вязать до конца ряда. Закрываем последние петелечки. Оставляем хвостик подлиннее, чтобы нам было чем сшивать пинеточку. На этом вязание пинеточки закончено. Теперь нам остается ее сшить. Вот такие у нас с вами получились пинеточки. До свидания.